Ментальное тело. Тело интеллекта. Способность к индукции и дедукции. Ясно воспринимать, отслеживать, разбивать на файлы, вычислять и просчитывать. Создавать адекватные и не очень модели реальности. Делать выводы и осознавать. Развертка ментального тела проецируется на физическое тело в районе горлового центра, вишудхи и выше. Современная цивилизация с ее научно-техническим прогрессом признает и делает упор в основном именно на совершенствовании этого тела. В работе ментального тела можно в качестве примера выделить следующие уровни его использования. Поглощение и обработка пустопорожней информации или размышления на неадекватные темы и темы, которые человек не собирается воплощать. Второе. Интеллект направлен на конкретное решение важных практических задач, которые человек реально намерен воплотить в виде конкретных действий. Третье. Обучение. Получение важной информации, дающей на выходе полезные практические навыки. Получение знаний, приводящих к созданию адекватных моделей реальности, на основании которых внутренний и внешний мир получает импульс к развитию. Четвертое. Подвергание сомнению привычных моделей. Убирание ограничивающих убеждений и неадекватных моделей реальности. Умение анализировать, делать адекватные выводы и быстро учиться, воспринимая урок. Неустанный и честный анализ своих ошибок с соответствующей коррекцией в сторону зрелости и совершенства. Чему я научился благодаря этой ситуации и где может пригодиться полученный опыт. Поражение которого осознанно приводит к победе в будущем. Своеобразный разбор полетов. В фильме «Матрица» Морфей задает Нео ключевой вопрос: «Как я тебя победил?» Язык. Важнейшим инструментом мышления является язык. Способ кодирования объектов реальности в виде названий, имени и реакции мозга на слова позволяют провести аналогию с магическим языком планетарного сознания, на котором написана вся матрица и все реальные объекты являются словами, закодированными в компьютерной игре. Язык истинной речи, на котором создаются магические заклинания. Точный подбор правильных терминов и слов с ясным значением невероятно важен для понимания людьми друг друга, даже в процессе обычного общения, не говоря уже о передаче важнейших текстов, несущих в себе эволюционно значимую информацию. Проблема заключается в том, что под некоторыми словами внутренний мир одного человека может быть одно значение, а в внутреннем мире другого – иное. Так, в давом словаре омонимы несут в себе несколько смыслов в зависимости от контекста. Слово «коса» – девичья коса и коса смерти. Но внутренняя реальность разных людей омонимов оказывается куда больше, чем в словаре. При общении важно уточнять значение тех или иных слов перед тем, как на них реагировать и потом пытаться строить модели, основанные на уже адекватном их понимании. Слово, сказанное с силой, может исцелить и поднять человека с больничной койки, равно как и подрезать кому-то крылья. Есть также внутренний иммунитет и устойчивость к негативным воздействиям чужих слов, навязываемых извне, связанные с внутренней силой человека и верой его в себя, и доверием своему внутреннему знанию. Тела взаимосвязаны, и при мощном наполнении и раскручивании астрального тела, когда на вишудхе появляется много астральной энергии, сознание человека и его мысли начинают совершать плотные воздействия в тонком мире. Другими словами, мысли человека действительно становятся материальной, и такой плотной мыслью человек всего-навсего своим вниманием, направленным в какую-либо сторону, уже вступает во взаимодействие с другими многомерными объектами, сдвигает ситуации, изменяет потоки событий. Чистота и ясность на уровне астрального тела дает ясную и светлую голову. Характер мыслительного процесса во многом зависит от хорошего настроения. За это необходимо брать ответственность, ибо мысль превращается в рабочий инструмент, и думать о чем угодно уже нельзя, тем более негативно. Приходится внимательно отслеживать, куда направлена мысль, и важно с бережностью закрывать неадекватные векторы, подобно тому, как, находясь в интернете, надо закрывать ненужные сайты, которые иногда сами просятся открыться, ибо с тем, о чем человек подумал, он в моменте вступает в контакт в тонком мире и начинает осознанно или неосознанно плотно общаться.
В способах мышления можно выделить как минимум два варианта. Интеллектуальный или левополушарный способ познания мира. Человек узнает и запоминает полученные образы о мире, приобретает опыт, дает названия объектам на языке и строит схемы. С одной стороны, на основании построения точных и адекватных моделей, основанных на создании образов, можно действовать эффективно, обращаясь к рабочему банку оперативной памяти. С другой стороны, ущербность этого способа. Он в любом случае останется ограниченным, потому что память, даже всего пройденного на опыте, всегда будет ограниченной. Реальность же отражается в виде модели, но как бы хороша была модель, какими бы подробностями и деталями она ни была дополнена, модель никогда не сравнится с реальными объектами. По своему объему, красоте, многомерности и насыщенности живые объекты всегда будут отличаться от даже максимально точных и близких к прообразу моделей. Более того, живая реальность подобна потоку горного источника, все время изменяется и течет в неразрывной связи и одновременном танце всех объектов, и в ней незримо присутствует божественная взаимосвязь всего как единого целого. Этого ни одна модель не передаст, даже если ее ежесекундно обновлять. Как устаревшая страница в интернете, она всегда отстает и всегда остается плоской. За попытку передать словами, что такое дзен, в древних монастырях сразу давали палкой по голове. Потому что существует еще один способ, он ближе к мистическому. Для этого способа необходима кристальная чистота ментального тела, достигаемая особыми практиками, когда обычная активность мозга прекращается, и его поле становится похожим на поверхность прозрачного, холодного горного озера в абсолютный штиль. И приходит энергия абсолютно другого порядка. Включаются передние доли правого полушария и задние доли левого, на так называемой оси сверхсознания. Это мышление, основанное на сущностном восприятии мира, через озарение или инсайт, прямое восприятие всем существом, без слов. Открывается на высших ступенях йоги или присутствует врожденно, как способность, заработанная ранее, в предыдущих жизнях, исчезает разница между наблюдателем и наблюдаемым. Такой способ можно назвать божественным вниманием или прямой связью с единым сознанием человечества. Открываются непередаваемые глубины. К чему бы ни прикоснулось это внимание, все гармонизируется и расцветает.